Всем привет! Сегодня посмотрим, что у нас близнецов ожидает в марте месяце. Март у нас в целом очень даже, я бы сказал, напряженный с одной стороны, с другой стороны, конечно же, это дает нам варианты и возможности для того, чтобы решить какие-то незакрытые наши вопросы, да, опять же, это все связано именно с ретроградами, это Венера и Марс, да, но там еще у нас будет парад планет. И в сочетании все это может принести различного рода изменения в нашу жизнь, по крайней мере, в марте месяце. И, соответственно, сегодня мы это и рассмотрим, насколько это проиграется у близнецов и что нам, конечно же, с этим делать в целом. Так, основные моменты – это то, на что нам в целом обратить внимание, да, на какую нашу сферу, возможно, там несколько сфер, да, и также мы посмотрим, куда нам акцентировать, на чем наше внимание. Дальше у нас посмотрим по сферам. Это финансовые отношения, работа, здоровье. И пятая карта будет у нас предостережением, чего не стоит делать в марте месяце. Итак, близнецы. Близнецы и март. Что у нас там нарисовывается такого? Так, что же у нас? Так, ну, близнецы, как это может проиграться, то, что у вас вообще в марте месяце могут появляться какие-то вообще такие кармические истории, да, связанные с, как с прошлыми, ну, вплоть даже, наверное, жизнями, но, скорее всего, с какими-то прошлыми историями, которые вы еще не закрыли. Истории вполне могут связаны быть с отношениями, конечно же, но скорее, я бы, наверное, все-таки рассматривал это то, что для одиночек, например, это могут возвращения бывших, конечно же, быть, но скорее это будут какие-то вопросы, которые вы могли решать в прошлом, но так и не решили. Потому что здесь есть две карты посохов, да, это король и десятка. Это, конечно, связано именно с теми вопросами, которые в какой-то степени давят на нас. Это также может быть, знаете, с чем связано. Очень часто это определенного рода кредиты и ипотеки. То есть в марте месяце они могут в какой-то мере активизироваться, возможно, у вас начнутся какие-то вопросы по этому поводу, возможно, какие-то старые кредиты, которые вы вроде бы закрыли, они опять проявляются, вот что-то с этим связано. Это, опять же, один из вариантов. Также может быть те вопросы, которые у вас в целом, ну, какое решение вы в какой-то мере довольно-таки долго откладывали, и, соответственно, у вас вызывает какой-то определенный страх, да, решение вот этих вопросов, либо вы боитесь, что не справитесь, поэтому каждый раз откладываете, либо вы боитесь, что это принесет в вашу жизнь довольно-таки серьезные изменения, с которыми вы можете не справиться. Но от этого, скорее всего, они и становятся кармическими, потому что чем больше мы боимся решать какие-то вопросы, тем больше и актуальнее они для нас в жизни, наверное, все-таки значит и играют большую роль, нежели те вопросы, которые мы решаем и щелкаем как орешки, назовем это так. Идти во что-то новое, неохота, наверное, да. Также в марте месяце и очень актуален будет вопрос не того, чтобы идти во что-то новое, да, а вот как раз вы будете, наверное, рассматривать те варианты, чтобы уйти в какую-то либо новую сферу, либо на новую работу, либо в новые отношения, да. Тут две карты кубков, и, соответственно, это вполне реально, что вы рассматривать можете как определенного рода какие-то новые отношения и попытка в них либо вступить, либо вы находитесь в поиске, да. Суть в чем? Суть в том, что у вас стоит какой-то определенный страх по этому поводу. Опять же, это, скорее всего, связано с какими-то прошлыми отношениями, которые вы не можете закрыть, либо фактически, да, вы либо все еще как-то находитесь в этих отношениях, ну, либо, опять же, вы вроде как бы разошлись, но вот эта вот привязка и связка у вас еще осталась. Соответственно, здесь у вас вопрос, наверное, все-таки будет состоять в том, чтобы как-то избавиться от вот этой составляющей, которая у вас в какой-то мере ограничивает. И март месяц, он вполне реально, что даст вам такую возможность и такой вариант решения вопроса, чтобы как-то освободиться, да, и уже начать рассматривать какие-то новые все отношения для себя и все, что с этим связано.
Ну, по финансовой части, скорее всего, все будет более-менее стабильно, хотя Венера у нас отвечает еще и за финансы тоже, не только за отношения, но очень много все равно будет зависеть от вас. Это есть ощущение, что, наверное, даже в какой-то мере будет преобладать ваше решение, да, вот в этих финансовых вопросах. И опять же, это либо в плане работы, либо в плане того, чем заниматься, ну, либо какую цену выставлять на свои услуги, если вы занимаетесь чем-то, ну, так скажем, своим бизнесом, да, или у вас какая-то своя такая ниша и система, в которой вы работаете. Это, знаете, какая-то, можно знаете, еще что проиграться, особенно это касается тех, кто действительно занимается как-то, ну, свой бизнес, ну, либо какое-то свое хобби, которое монетизировано. Это то, что в целом может проиграться, что, например, у вас ценник очень низкий, да, и вроде бы вы за счет этого можете так скажем, больше клиентов привлечь, но факт в том, что это не дает вам, так скажем, полного финансового удовлетворения и также не дает того, что вы в какой-то мере, так скажем, сколько тратите энергии, да, столько получаете взамен именно финансовой, с финансового вознаграждения. То есть это неравноценный обмен, и получается, что вы, наверное, даже проседаете по энергиям, потому что здесь как раз сказано о том, что вы начинаете как-то отбиваться от всех этих людей, лишь бы быстрее закончить, либо лишь бы быстрее все это порешать. Суть в том, что не нужно ставить низкие ценники, вам нужно как-то определиться более-менее и подойти ближе вот к стандартной середине, по крайней мере, на данный момент. И уже это для вас будет намного легче, а в финансах, скорее всего, вы вообще даже не потеряете. То есть для вас март месяц еще определенного рода такая система практичности должна существовать, чтобы вот этот весь обмен, который вы производите, да, ну, предоставляя какую-то услугу в обмен на какое-то вознаграждение, чтобы это было более-менее равноценно. Иначе получится то, что вы просто в какой-то момент можете так просесть по энергиям, что начнется но либо заболевать, либо выдадут какие-то старые болячки, потому что у нас, когда энергия падает, то иммунитет тоже начинает проседать, и это все может привести к не очень хорошим последствиям, поэтому с этим надо быть аккуратней. Ну, для близнецов вообще такая система подачи, да, когда они за какую-то небольшую сумму пытаются что-то делать, наверное, не очень хорошо. Ввиду того, что для вас, наверное, будет очень актуально то, что вот все та деятельность, которой вы занимаетесь, она очень сильно влияет на вашу энергетику, и поэтому чем больше вы, ну, чем дешевле вы это все делаете, тем больше у вас, наверное, нагрузка на ваше вот это внутреннее энергетическое состояние и на ваш иммунитет, что, соответственно, не очень хорошо. Так, и посмотрим финансы, дальше отношения, работа, здоровье. Ну и предостережение, чего делать не стоит в марте месяце. Финансы. Очень даже неплохо. Да, здесь прибыль есть, дополнительные заработки. Знаете, как есть ощущение, что действительно, если вы занимаетесь какой-то ну, деятельностью профессиональной и, опять же, предоставляете какие-то услуги, либо еще какие-то консультации, да, суть в том, что, скорее всего, в марте месяце вполне реально вы можете в какой-то мере даже неплохо заработать. Единственное, что вы дойдете на какого-то своего определенного потолка, который вы пробить не сможете, хотя очень даже хочется. Здесь, наверное, очень хорошо подойдет какая-то система для того, чтобы пробить свой финансовый или личный потолок, да, это тоже есть очень много таких практик. И, соответственно, уже в дальнейшем, но вряд ли это в марте месяце. В марте месяце, скорее всего, вы как раз осознаете и поймете, что у вас он есть, да, и вот каков он на самом деле. То есть здесь такое ощущение, что вы будете очень много работать, да, и получите какую-то определенную сумму, которая в целом она вас будет устраивать, но не факт, что это будет соотношение усилий и того, что вы приобрели, да, в плане финансов, что это будет примерно одинаково. Скорее всего, это будет не так, и, конечно же, это может в какой-то мере вас расстроить, хотя в целом, ну как, оно вас
не то чтобы расстроит, но, скорее всего, она не будет вас особо устраивать. Да, вы получили какую-то определенную сумму, которую, может, даже хотели, да, но учитывая то, что сколько вы на это все потратили, именно времени, энергии и ресурсов, это уже другой вопрос. То есть и плюс, и минус, да, это опять же вот и не туда, и не сюда. С одной стороны, вы, конечно же, рады, с другой стороны, вы в какой-то степени даже негодуете по этому поводу. Отношения. Ну, Коробин так, это скорее всего стабильно. Если вы в отношениях, то особых изменений не будет, да, не даже учитывая то, что идет какая-то ретроградная Венера, да, с другой стороны, если, например, какие-то одиночки смотрят, то, соответственно, здесь особых, наверное, изменений не будет. Как таковое, возможно, предложения будут, но есть ощущение, что действительно вы как-то пытаетесь внутренне проработать какие-то элементы и моменты, да, связанные с отношениями, ну, либо вашим участием в отношениях в целом. Но, опять же, это, наверное, все-таки не какая-то тема, на которую вы акцентируете свое внимание, да, но в любом случае она тоже, так скажем, приносит свои какие-то вопросы, да, которые нужно решать. И опять же, если это связано, например, с теми отношениями, которые у вас есть, они тоже могут возникать, эти вопросы и все эти обсуждения между партнерами. Соответственно, какие-то изменения все равно будут, но они для вас, например, это не критично. Есть ощущение, что близнецы все-таки находятся, если в отношениях, они находятся более-менее адекватных, здоровых, да, и, конечно же, в любых отношениях возникают вопросы, но вас это не сильно касается, поэтому, скорее всего, у вас основной упор будет где-то на финансовой стороне, по крайней мере, в марте месяце. А по поводу отношений все как-то более-менее стабильно. Если вы одиночка, да, то, соответственно, здесь, скорее всего, тоже больших изменений не будет, будут, возможно, какие-то встречи, какие-то интересные люди тоже попадаться будут, но да, опять же, март месяц, скорее всего, даже не особо рассчитан на знакомство для какого-то долгосрочного продолжения, да, и поэтому даже если будут какие-то возникать отношения, да, на начальном уровне, очень долго-то они вряд ли продлятся. Но в любом случае, да, это все равно какое-то разнообразие и, ну, так скажем, любые отношения могут приносить радость, даже если они не долгосрочные. Поэтому всегда можно попробовать. Работа. Что у нас там? Ну, вот, наверное, что и говорилось в основных. Вам нужно как-то, что работа в какой-то мере, она, конечно же, и приносит финансы, но она все-таки больше как-то вас расстраивает. Вам нужно прийти именно вот к определенного рода равновесию, что и говорит именно правосудие, да, и, соответственно, все, что с этим связано, если вы в какой-то мере рассчитывали то, что чем ну, опять же, возьмем тему ценников, чем дешевле ваша услуга, да, либо ваш продукт, то, соответственно, тем больше у него покупатель. Но, с другой стороны, да, вы очень много времени тратите на производство этого продукта, этого контента и все, что с этим связано. Соответственно, это неравноценно. И вот здесь, так скажем, с вас немножко спадают вот эти розовые очки, да, и вы начинаете приходить в себя и попадать в ту реальность, в которой мы сейчас все находимся. И получается так, что март месяц вполне может быть именно вам раскроет глаза на то, как действительно это все происходит и как это все работает. Да, возможно, с одной стороны, это вас в какой-то мере разочарует, но с другой стороны, у вас как раз будет возможность в это время либо как-то переделать, либо опять же пересмотреть все вот это ценообразование и также в целом может быть пересмотреть именно те элементы, в которых вы занимаетесь и в которых вы сейчас находитесь, как какие-то не жизнеспособные, поменять их на другие, и, соответственно, это может внести довольно-таки ну, серьезные изменения в тот род деятельности, которым вы занимаетесь. Здоровье, что у вас там? Ну вот как раз учитывая всю эту ситуацию, именно вот с тем, что вы много работаете и не очень много получаете, это, конечно же, просадка по энергии вполне реально, да, и это за этим может последовать все что угодно. Ну, во-первых, как я обычно говорю, это действительно то, что у нас
иммунитет может проседать, да, соответственно, могут прилипать разного рода болячки, которые, опять же, сезонные могут быть, да. Также у нас может быть проблемы со спиной, если вы особенно очень много занимаетесь такой деятельностью, на которой идет нагрузка на спину. Также это может быть, если вы очень много сидите за компьютером, то и на шее. Получается, что вот эти элементы тоже очень могут, ну, так сказать, по нехорошему давать о себе знать. Вот, наверное, об этом речь. Ну, если, кстати, у вас есть такие проблемы со спиной, шеей, да, возможно, с поясницей, то вот запускать я их тоже не рекомендую. Если у вас уже были такие проблемы, соответственно, то, наверное, все-таки лучше обратиться к специалистам, ну или хотя бы пройти какую-то вот эту вот диагностику по этой теме. Потому что если вы будете откладывать постоянно, да, это может привести к тому, что разовьется какая-то хроническая тема, да, а это уже нехорошо. И в целом тут, наверное, даже вне зависимости от того, сколько вам лет, потому что сейчас и у молодых, и у пожилых практически все одинаково может происходить ввиду того, что ну, так скажем, нагрузки у всех разные, да, и они могут сказываться на тех элементах и составляющих нашего тела, да, которые в целом не любят сильного износа либо сильного давления на него, в том числе вот шея, позвоночник и поясница. Все вот эти составляющие для вас, наверное, будут очень актуальны, поэтому с этим нужно быть аккуратным, да, и своевременно обращаться за помощью к разного рода специалистам, которые этим занимаются. И предостережение, чего делать не стоит. Близнецам я бы, наверное, все-таки рекомендовал. Чаще всего близнецы это такие люди, которые очень эмоциональны, да, вполне реально. Конечно же, не все, но общая такая большая часть. И получается то, что если вы в плане того, например, в той же работе, если, например, в отношениях, ну, конечно, у нас, как мы посмотрели, отношения более-менее, но если работа будет вас как-то эмоционально просаживать, да, то есть вы начинаете уходить в какой-то негатив, то, наверное, не стоит вам на этом зацикливаться. Потому что если вы будете зацикливаться на негативе, вы очень быстро просядете как по энергиям, так и по вот этой эмоциональной составляющей. Вы можете перегореть вот этим всем, да, и, конечно же, уже не особо-то хотеть не работать, не заниматься каким-то своим делом, и вообще ничего такого. Это такое, знаете, близкое такое к преддепрессивному состоянию, и, соответственно, здесь вам, наверное, все-таки этого делать не стоит. Если у вас вдруг возникает какая-то вот такая недовольственная ситуация или еще что-то, то, соответственно, вам вполне могут помочь какие-то близкие, так как в целом даже ретроградная Венера, она в целом может, знаете, как-то нивелироваться именно тем, когда мы, так скажем, плотно общаемся с нашими родными, близкими и с теми, кто нам дорог. Соответственно, это может приносить довольно-таки положительный эффект в разного рода вот эти негативы, которые могут возникать. Также это касается, если тех, у кого есть пара, да, соответственно, вы как-то можете это обсуждать именно с партнером, и, соответственно, здесь вы можете выходить на вот такую определенного рода нейтрализацию вот этого всего. Соответственно, это как раз вам и поможет. Близнецы в целом больше как-то основаны на работе, больше как-то основаны на финансах, да, и на этих вопросах, которые все-таки, ну, важны в наше время, да, а не на отношениях. Отношения, скорее всего, здесь для вас, наверное, играют какую-то даже положительную роль, так как вы в целом можете за счет них определенным образом нивелировать те моменты, элементы, которые встречаются у нас так скажем, в негативной составляющей, да, и чем больше вы времени проводите с семьей, но опять же учитывайте то, что с семьей, с теми людьми, которые действительно приносят вам какое-то удовлетворение и радость, с которыми вам приятно общаться, а то семьи тоже бывают разными. Поэтому тоже будьте аккуратны в этом. Как-то так. Подписывайтесь на канал, ссылки на другие сети в описании. Если есть темы, интересующие для расклада, то пишите в комментариях. Все, всем пока.